Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на 2022 год для знака зодиака Овен. Расклад у нас будет по 12 астрологическим домам. Работать я буду на Таро Акаши. Давайте посмотрим, что ожидает Овнов в 2022 году. Хорошо, еще у нас будет здесь линейка из 5 карт. Они отображают людей и ситуации, которые актуальны для вас в настоящее время, на время просмотра этого видео. Это то, что для вас сейчас очень важно, это то, на чем сконцентрирован ваш фокус. И по этим 5 картам вы поймете, резонирует ли с вами этот расклад. Да, еще у нас будет одна карта, 18-я. Это взгляд в будущее. Это намек на будущее направление устремления, основаны на действиях и выборе вас в 2022 году. То есть это то, что у вас будет происходить в 2023 году. Но эту карту мы откроем в конце расклада. Хорошо, ваш расклад готов. Давайте начинать. Первая карта у вас это двойка силы. Карта называется Девилу. Девилу это ива. Мы видим, что величественная ива стоит под летним солнцем. Это дерево с очень глубокими корнями. Оно гибкое и сильное. Но когда эта карта переворачивается, она указывает, что какие-то ветры перемен или конфликтов сейчас дуют вокруг вас. И вам говорят, не пытайтесь бороться, иначе вы будете вырваны с корнем. А вместо этого оставайтесь гибкими и подчиняйтесь требованиям времени. Сейчас вам может казаться, что происходит какой-то полный сдвиг и переворот. Но вы, как эта ива, сильны и способны гнуться, но не ломаться. Поэтому оставайтесь сосредоточенными, но приспосабливайтесь к обстоятельствам, которые кружат вокруг вас. У вас очень глубокие и сильные корни в вашей духовности, поэтому полагайтесь на них сейчас. Вот этот период неуверенности, сомнений и нерешительности, он пройдет. А пока позвольте себе быть открытыми для руководства хроник Акаши, ведь вы также основаны на их мудрости и истине, и позвольте себе получить от них силу. Вторая карта это тройка свитков. Карта называется Setting Your Course. Это установи или проложи свой курс. Но карта у вас перевернутая. Когда эта карта переворачивается, она говорит, возможно, вы не смотрите вперед так далеко, как можете. Или же не даете себе свободы двигаться вперед. Попытайтесь избавиться от привычки сдерживать себя. Да, здесь может возникнуть недопонимание в каком-то проекте, в дружбе или в отношениях. Или, может быть, есть в вашей жизни человек, который вводит вас в заблуждение, или же не справляется со своим бременем и нагрузкой. Небольшой партнерский союз или объединение могут также полностью распасться. Так как здесь корабль и движение, она говорит, что планы поездки и переезда также могут быть отменены или изменены. Третья карта, это у нас сезонная карта. Пятерка сил, это самый винта, но она у вас прямая, поэтому она ложится в позиции лета. Сезонные карты в этой колоде показывают, как вам лучше всего сейчас расходовать вашу энергию. Но так как она ложится в позиции лета, это время великой активности Ян. Так что для вас идет сообщение начинать. Это и профессиональный рост, и реализация личных целей. Может быть, получить больше знаний, планировать больше каких-то общественных мероприятий. Или, может быть, начать какую-то деятельность, которую вы хотели сделать. Также вы можете подумать, какие действия или перспективы могут привлечь, например, новый роман или улучшить вашу любовную сторону жизни. То есть это время идеально, чтобы создать счастливую и любящую энергию и спроецировать ее как бы наружу,
чтобы и Вселенная могла ее увидеть. Но также не удивляйтесь, если поездка или путешествие у вас состоятся. Эта карта подразумевает какое-то очень хорошее перемещение, поэтому будьте готовы. Но судя по тому, что одна поездка, если она планировалась, отменяется, но какая-то другая может у вас произойти. Хорошо, четвертая карта – это старший аркан. Карта называется «Божественный врач». Мы видим, что стоит человек, у него на груди кадуцей, это герб Меркурия. Меркурий является не только богом общения, но еще это бог медицины. И этот человек делится своей целительной энергией с окружающими людьми. То есть конкретно он исцеляет вот эту женщину, но при этом он наделяет ее целительскими способностями. Но карта у вас ложится перевернутая, и здесь вам идет знак, что вы мало уделяете внимания и заботы себе. Или же, если вы были на пути открытия своих исцеляющих способностей, возможно, вы на какое-то время отвлеклись. Вот сейчас вам надо вернуть заботу, уважение к себе, воссоединиться со своими способностями, восстановить свою силу, силу ума, идей, эмоций. Ведь они также являются частью вашего дара исцелять себя и других. И пятая карта в этой линейке – это у нас пятерка свитков, она прямая. Карта называется Diversity. Она переводится как многообразие, разнообразие. То есть карта говорит, есть много вариантов для рассмотрения, и вам следует на все на них взглянуть. Позвольте себе пробовать новые вещи, ехать, идти в новые места, отправляться в различных направлениях, изучать новые предметы, а также встречать новых людей. У вас сейчас период роста и раскрытия, поэтому используйте его. Но позвольте себе пойти дальше, чем вы планировали. И в конце этих разнообразных путей вы можете познакомиться с совершенно новым собой. Если эта информация с вами резонирует, давайте смотреть дальше. Первый дом – это дом вашей личности, это то, как вы себя позиционируете, это ваш образ, это дом вашего самовыражения, дом самораскрытия и самоосознания. Здесь у вас ложится пятый старший аркан. Карта называется Иларион, и она у вас прямая. Иларион является могущественным и вознесенным владыкой, и он связан с источником информации, который хранят хроники Акаши. Это мастер исследования, науки, истины, исцеления, логического ума, конкретных знаний и общения с духами. Если вы думали о том, чтобы предпринять усилия в этих областях, то сейчас самое время начинать. Как ангелы и другие мастера, Иларион всегда для нас доступен. И когда эта карта у вас ложится в прямом положении, она передает вам, что содействие и помощь этого владыки у вас под рукой. Если вы сейчас работаете над проектом, который требует исследований, строгого научного подхода или внимания к деталям, то вперед. Для вас сейчас пришло время открыть энергию этого мастера. Если у вас есть работа, которая включает в себя любой тип обнаружения доказательств или необходимость сделать выводы из этого открытия. В эти типы работ включаются, например, научные исследования, судейская деятельность, закон, медицинское тестирование и многое другое. То есть эти и подобные действия должны быть сейчас у вас на подъеме. Для вас пришло время применять логические подходы ко всем вашим занятиям и устремлениям. Иларион сейчас находится с вами, благословляя вас с помощью, ясностью и руководством. Но все равно не забывайте к нему обращаться. Второй дом – это дом ваших денег, это ваши ценности, собственные ресурсы. Это дом планирования и то, где и как вы зарабатываете ваш доход. Здесь у вас ложится тройка ключей. Карта называется The Chess Game. Шахматная партия, шахматная игра, но карта у вас перевернутая. Мы видим, что стоит противостояние белых и черных фигур. Между ними есть зона отчуждения, но какие-то фигуры уже лежат поверженные на земле. То есть, когда эта карта переворачивается, она показывает, что какой-то политический конфликт
или политический или социальный конфликт с коллегами на работе, в управлении в бизнесе, может быть, в вашей семье обострился, и это вряд ли изменится. Некоторые люди могут потерять свои места, должности, или, может быть, это уже произошло. То есть вам говорят: пора уходить. Но если вы сейчас не можете немедленно покинуть вот этот конфликт, постарайтесь освободиться хотя бы эмоционально. Начинайте строить планы, которые помогут вам забыть о трудностях, волнениях, заботах и об этих несчастных людях позади себя. Доведя это до конца, вы создадите пространство, чтобы привнести больше покоя и перспектив в вашу жизнь. То есть это время оставить политические игры позади себя, поэтому создавайте стратегию, чтобы двигаться дальше к новым начинаниям. Третий дом – это дом братья и сестры, это наши друзья, близкие друзья. Это короткие поездки, семейные отношения, это дом коммуникаций. Здесь у вас ложится шестерка роз. Карта переводится как «Война роз». Да, она у вас перевернутая. Мы видим, что грузовые тучи собираются на небе, и стоит две линии конных рыцарей через поле битвы лицом к лицу. Эта карта может показывать войну в отношениях или битву в вашем сердце относительно отношений. Это отношения чаще носят романтический характер, но это также может относиться к коллегам на работе, к партнеру, к начальнику или члену вашей семьи. То есть здесь могут присутствовать игры силы и, скорее всего, отсутствует взаимность и связь. Карта говорит, что в отношениях с кем-то вы зашли в тупик. Это не что иное, как карма. И когда карта ложится перевернутая, она говорит, отношения с кем-то у вас полностью разорваны. То есть вот этот конфликт мог разрушить вашу жизнь, вашу работу, может быть, другие ваши отношения. И вы можете чувствовать большую потерю и горе, но вам важно увидеть ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Будьте честны с собой по отношению к тому человеку, который здесь показан. И в то же время эта перевернутая карта выводит вас вот из этого конфликта. То есть вы теперь свободны от борьбы, которая оставила вас израненным или израненной. Поэтому вам советуют очистить это поле битвы. Вас ждет совершенно новая жизнь. Четвертый дом – это ваш дом, это там, где вы проживаете, это ваша семья. Также это дом мамы, это родительский дом, это семейные отношения, это вопросы с недвижимостью. Также это дом эмоций. Здесь у вас ложится семерка силы, карта называется баланс. Баланс – это баланс, равновесие, она у вас прямая. Мы видим, что стоит письменный стол, на нем лежат пачки документов и стоят уравновешенные весы. Эта прямая карта показывает время гармонии, равновесия и справедливости в вашей жизни. Весь ваш организм через тело, через характер, через общение стремится достичь баланса. Остановитесь сейчас и рассмотрите те части вашей жизни, которые вы можете привести в большее равновесие. И в это время даже Вселенная будет вам в этом помогать. Да, возможно, вы должны столкнуться с важными правовыми вопросами, может быть, иметь дело с какими-то документами, а может быть, даже возникнет необходимость в судебном иске в отношении собственности, наследства, трудовых договоров, опеки или развода. Будьте терпеливы и обращайте внимание на детали, так как вот именно детали для вас сейчас будут очень важны. Но так как у нас карта ложится прямая, она предвещает вам хорошее, справедливое течение дел, то есть все проблемы будут выявлены, и вы получите выгодное для вас решение. Справедливость является балансом в обществе, но хроники Акаши показывают, что справедливость не ограничивается только судебными и договорными ситуациями. Справедливость и взаимодействие, они энергичны, поэтому энергия, которую вы выпускаете сейчас, вернется к вам в будущем. Помните, что производство вашей энергии зависит только от вас. Продолжайте быть в курсе ваших мыслей, действий. Вот это внутреннее равновесие сейчас приведет к превосходной судьбе завтра.
Пятый дом — это дом творчества, творческих проектов, это любовные отношения, это дети, это наше хобби, свободное время. Здесь у вас ложится 16-й старший аркан, Coach in the Ruins, пойманные в руинах, а карта у вас прямая. Мы видим, что стоит какой-то древний разрушенный острог. Да, дверь закрыта. Два человека, мужчина и женщина, сидят в этой темнице, но крыши здесь нет. То есть карта может показывать какую-то темную, сложную ситуацию, и вам кажется, что вы пойманы в ловушку. Это могли быть пустые пагубные отношения, несчастная или бесполезная работа, ваши неправильные действия или поведение, а также негативные мысли и убеждения. И все это держало вас какое-то время пленником, но вы могли принести это из прошлых жизней. Но выход есть, как и был всегда. Просто это может требовать от вас определенных действий и решимости с вашей стороны. Даже если это ограничивающая ситуация и действия очень сильны, они, скорее всего, навязаны вашими мыслями. Вы сами себя обманываете. Вот это мужество и сила, которые необходимы для перемен, они лежат внутри вас. И вам следует поменять каждое неправильное убеждение, сдерживающий вас паттерн, как только они случаются. Но если вы ничего не будете делать, вы навсегда можете сохранить вот эту вашу привязанность к этой темной ситуации. Как рушатся замки, отрицательный выбор может продлиться долго. Поэтому не позволяйте руинам вашего прошлого разрушить ваше будущее. Сейчас у вас есть шанс выбраться из этой темницы. Шестой дом — это наша повседневная жизнь, наша работа, это общение с сотрудниками, сослуживцами, физическое и психическое здоровье, это наши навыки, услуги, дом питомцев. Здесь у вас ложится 4-й старший аркан, карта называется «Начало рождения», она у вас прямая. То есть это очень хорошее время для нового начала. Старый этап заканчивается, начинается новый. Но даже это новое начало имеет свои корни в вашем прошлом. Оно связано с тяжелой работой над чем-то, и сейчас вы получаете плоды тех усилий. Также карта может показывать материнство, беременность или сбор урожая от того, над чем вы трудились. Но также это может быть еще и новая энергия романа, семьи, дома, а также создание нового проекта. Ну, что бы это ни было, приготовьтесь к великолепному росту, развитию, возможностям, которые скоро войдут в вашу жизнь. 7-й дом — это дом супружества, партнерства. И здесь у вас ложится 2 ключей в прямом положении. Мы видим, что мужчина пришел домой и видит, что весь его дом разграблен, а что не украли, то сломали. Но позади него поток света выбивается из-под крышечки маленького сундучка, который стоит на тумбочке. И этот сундучок единственный, который не тронули в этой комнате. Когда карта ложится прямая, она говорит, что есть какая-то потеря или неприятность в вашей жизни. Это может быть потеря работы, отношений или каких-то возможностей. Но помните, что этот период временный. Да, это может занять некоторое время, усилия, чтобы восстановить ваши силы. Но внутри вас есть огромное сокровище, которое всегда доступно. Вот этот маленький сундук показывает ту часть вас, которая наполнена светом. Он неуязвим и никогда не может быть вами потерян или поврежден. Не зацикливайтесь сейчас на этой потере и разочаровании. Откройте крышку вашему свету и позвольте ему осветить ваш путь. Вы увидите другие возможности, которые ожидают вашего открытия. 8-й дом — это дом чужих денег, это деньги партнера, партнерши, это деньги бизнес-партнера. Также это кредиты, налоги, это наследство. Дом трансформации духовной силы. Здесь у вас ложится 6 ключей. Она у вас перевернутая. В прямом положении карта говорит о растущей луне. То есть в вашей жизни приливы всего. Но когда она переворачивается, она показывает, что
вот в этом доме у вас наступит период снижения и упадка. То есть Луна убывает, и приливы чего-либо также убывают. Энергия, деньги и даже творческие приливы некоторое время будут напряженными. И вам будет казаться, что кругом преграды, поэтому карта советует: экономьте свою энергию, не тратьте ее на бесполезные действия. Хотя это покажется как сложное и трудное время, но не тревожьтесь, это недолговременно. Луна у нас действует циклично, поэтому отдохните и знайте, что время роста и развития скоро вернется. 9-й дом – это дом высшего образования, это дальние поездки, это дом иммиграции, а также высшее понимание и сознание. Это дом больших перспектив, юридических вопросов. Здесь у вас ложится 5 ключей, но карта прямая, и она переводится как «желания выполнены». То есть мы видим, что здесь дом полная чаша. Внутри находятся ключи, монеты, вины, специи, корзины с хлебом, фруктами, овощами. Монеты, да, сам дом шикарный и вид из окна потрясающий. То есть эта карта является знаком, что пришло время вашим желаниям быть исполненными, и ваши мечты будут реализованы. Очевидно, какое-то время вы испытывали трудности, но теперь все позади. К вам приближается изобилие и богатство. Ключи от замка и ближайших земель теперь ваши, поэтому празднуйте. 10-й дом – это дом карьеры, это ваша репутация, социальный статус, власть, это общество, также это дом отца, отношения с папой. Еще это дом того, чего вы хотите достичь. Здесь у вас ложится 8-й старший аркан, это архангел Рафаил, и она у вас прямая. Этот архангел несет энергию любви, семьи, чудес и священных путешествий. Он может разделить все эти стремления и жизненный опыт с вами. Из всех архангелов Рафаил более часто приходит в облике человека. Эта карта предвещает время великих достижений в вашей личной жизни, то есть какая-то дверь у вас открывается. Она говорит о множестве благословений, таких как восстановление утраченной мечты, воссоединение членов семьи или об исцелении, возможно, физического состояния или разбитого сердца. Даже если эти состояния продолжались длительное время, в вашей жизни наступает прорыв. Пусть Рафаэл будет вашим партнером в этом процессе, и вы скоро увидите, к чему все называют его чудотворцем. 11-й дом – это дом друзей, это соцсети, это социальные желания, устремления. Также это дом надежды, самореализации и направления движения. И здесь у вас ложится 7 роз, карта называется The Journey. The Journey – это путешествие, и карта у вас прямая. И эта карта показывает время путешествий, переездов, перемещений. Вы можете направлять свою работу или творческие усилия в совершенно новом направлении, будь то это новая отрасль или, может быть, новый город. Но как бы то ни было, это путешествие происходит, и оно обязательно приведет вас в новые места и к огромным возможностям. Хотя это может потребоваться от вас оставить что-то надежное и безопасное позади. Вот сейчас не время задерживаться вот в этой безопасной гавани. Пришло время для поиска и изучения новых миров, поэтому собирайтесь. И 12-й дом у нас – это дом тайн, секретов, это бессознательное, это кармические уроки, кармический опыт, отношения. Также это дом эзотерики, интуиции, страхов и дом изоляции закрытых учреждений. Здесь у вас ложится 11-й старший аркан, ковчег завета, и он у вас прямой. На самом обыденном уровне эта карта может указывать на выгодный юридический договор или на передачу права собственности. Также здесь может присутствовать успешная работа с брокерами или адвокатами. Но более чаще она показывает, что вы живете согласно своему собственному кармическому контракту, принимая во внимание свои уроки роста и развития, работая над раскрытием и внося свой уникальный вклад в мир. Ваша карма не управляет вами, вы управляете ей. Когда работа становится слишком тяжелой, отдых не нарушает вот этот ваш завет.
Одно поддерживает другое. Многие из ваших кармических задач могут включать других людей. Не позволяйте эмоциям брать над вами верх. Это может повлиять на вашу настоящую, а также будущее жизни. Продолжайте работать над вашей высшей целью. Ну и теперь давайте посмотрим 18-ю карту. Это взгляд в будущее в 2023 год. Здесь у вас ложится 18-й старший аркан. Карта называется Up in the Air. Это в воздухе, и она у вас прямая. Мы видим, что мужчина и женщина стоят на земле и пристально взглядываются вот в этот воздушный шар, который висит у них над головой. А в корзинке есть что-то, что от них скрыто. То есть в это время в вашей жизни будут аспекты важной для вас ситуации, которые кажутся вам неизвестными. Вы можете соединиться со своими духовными наставниками и с хрониками Акаши и попросить немного понимания. Но, скорее всего, есть элементы, которые пока неизвестны и в настоящее время недоступны. То есть слишком много относительно этой ситуации еще находится в воздухе. Это может быть из-за людей, которые еще не приняли решение, или события еще не произошли, или, может быть, какие-то неожиданные открытия еще не сделаны. То есть как бы ситуация еще не созрела. Вот доверие — единственный путь для вас. То есть требуется время, чтобы узнать больше об этом вопросе. Но время не имеет значения для вашего высшего «Я», чья сила и любовь всегда с вами. То есть только доверие — это самое главное знание того, что все, что вы ищете, будет открыто вам, но в нужное время. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего.